Приветствую, друзья, с борта нашего катамарана Гарна, который здесь на Лазурке доступен к просмотру, где вы можете увидеть все наши возможности тюнинга и брендинга. Но сегодня я хотел с вами поговорить о новостях, потому что только прошел сезон выставок, мы отработали 5 выставок, но вот марафон закончился, и все выставки нам принесли много новостей. В их все вложить не хватит, наверное, просто всего YouTube. Вот, но сегодня поговорим о самых интересных. Вас ждет летающая яхта, новинки яхт и катамаранов, система слежения за вашим якорем, которая мне просто очень понравилась. И с вами Саша Горан, вы на канале Интерпарус. Поехали! Инновации, ребята, должны отвечать потребностям. И одна из самых основных потребностей яхтсмена – это понимать, где его якорь находится вот в сию данную минуту. Очень много инноваций я видел на эту тему. Сам я пользуюсь, вот за моей спиной лежит Томбуй итальянский, который показывает, где мой якорь находится. Но, конечно, я бы хотел знать и понимать вообще, что там с якорем творится. Для этого я иногда и подныриваю, и просматриваю. Я видел буи уже с камерой, буи с GPS-антенной, вот, но все они как бы передают вам информацию, ребята, с поверхности воды. А хотелось бы знать, чего там. И вот компания Anchor Guardian представила офигеть интересную систему. Вы знаете, что радиоволны под водой не проходят. Такие-то есть проблема. То есть мы не можем повесить GPS просто на якорь, чтобы он нам передавал информацию. Anchor Guardian разместила вот такой вот цилиндр. Они утверждают, что это все на стыке технологий и что там очень много всяческих датчиков напихано. Но я думаю, что это инерциальные датчики, скорее всего, стоят. И он состоит из 3 модулей. Из вот этого цилиндра, который закреплен на якоре. И он передает информацию на днище яхты. И у вас есть интерфейс, где вы видите глубину реальную, где вы видите движение якоря, длину цепи, в каком положении якорь находится. Все это идет через ультразвуковое общение. Потому что это единственный нормальный работающий канал передачи под водой на данный момент. Я был восхищен этой системой, действительно класс. Сейчас это делается для больших яхт. Я сделал запрос для своей яхты, посмотрим. И я бы с удовольствием, конечно, тестировал такую штуковину, такой девайс на своей лодке. Вы знаете, как я люблю какие-то новенькие девайсы. И потом вам дать фидбэк. Но пока мне действительно это очень зашло. Действительно классная штука. И давайте им пожелаем удачи. Очень хочется, чтобы у них все получилось. Далее, ребята, новость опять же по запросу трудящихся. Я неоднократно говорил, что если бы я делал электрояхту, я бы использовал кольцевой электромотор. Очень классная штука, очень эффективная. Но, когда у вас обычный винт, складной винт, и когда вы идете под парусами, он как бы складывается, да, или становится по потоку. А с кольцевым что нам делать? Вот компания Bluespin из Франции решила радикально, то есть они сделали вот такой выдвижной кольцевой мотор, который поднимается, опускается. Более того, он вращается. Ну, в принципе, на данный момент это какое-то идеальное решение. То есть вы идете под парусом, да, он бум, заехал, вы его опустили, он у вас вращается, он дает хороший поток. То есть он может выполнять роль подруливающего устройства. У него достаточно аккуратный вес, 70 килограмм, 360 градусов разворот, боковой ход, соответственно, есть. Мощность порядка 15 электрических киловатт, соответственно, это будет эквивалент порядка 25-30 лошадей дизельных либо бензиновых. В итоге вы имеете плавный ход, убирается мотор, и кроме этого он может работать как зарядное устройство, то есть он может генерировать электричество для ваших батарей. Вот так вот, поехали дальше. Мы с вами, ребята, сейчас находимся на катамаране. Достаточно сейчас сильный шторм идет. Вот, и такой тягун
ощущается. Но мы с вами стоим ровненько, аккуратненько. Если у вас однокорпусный катер, да, и не килевая яхта, то сейчас бы вам было бы не весело. И для этого вам нужен стабилизатор. Ребятки, стабилизатор — это штука, которая работает на электричестве. И, соответственно, ее на 24 вольтах очень долго раскручивать. А вот CMC Marine компания представила высоковольтную систему стабилизации, которая работает прямо от 220 от вашего высоковольтного напряжения. То есть ей нужно меньше времени, и она получается более экономная, более тонкие провода. Опять же, нужно, опять же, более такая пожаробезопасная система. Боже, просто можно было катамаран взять, да? Но не будем отвлекаться. То есть она очень быстро раскручивается, запускается быстрее и является более экономной, чем ее низковольтные собратья. Опять же, компания представила это на Каннском яхтенном фестивале, где мы вас ждали, и многие из вас не приехали, а зря. Как пошутил чат GPT, когда яхта начинает качаться, даже шампанское грустит, ребятки. Если вы не на таком катамаране, как у нас, то вам нужен стабилизатор от CMC Marine. Что ж, друзья, следующая новость о летающих яхтах, ребятки. Новость мне очень зашла, да, потому что я в детстве начитался про экранопланы и вот грезил вот такими судами, самолетами. А мы же все хотим и яхту, и самолет, а тут хрясь, и тебе яхта и самолет в одном флаконе. Много компаний сейчас разрабатывают экранопланы. А вот компания Sea Gliders решила совместить подводное крыло и экраноплан. Меня эта новость очень как бы даже так возбудила и поразила, потому что я думаю, окей, таки да, таки можно это сделать. И в итоге мы получим реально управляемый яхту-самолет. И благодаря компьютерному управлению вот эта система сейчас может заработать. В том году они уже испытывали модельки, свои модели летающие, а тут они сделали достаточно уже большую яхту, которая рассчитана на 12 пассажиров длиной около 55 футов и с размахом крыла в 65 футов. Что нам это дает? Это нам дает то, что вы можете весело гонять быстро над поверхностью моря с минимальными расходами на топливо. Потому что если вы покупаете себе какую-нибудь глиссирующую яхту, игрушку, ну, ребятки, расходы на ваше топливо будут стремиться в космос, а мореходность будет стремиться на дно океана. Эта же яхта нам обещает дать быстрое передвижение, легкую управляемость и просто минимальные расходы на топливо. Это Sea Glider компания Regent уже встал на крыло на скорости 15-18 узлов. Вполне. Далее он разогнался до 25 узлов. Ну, собственно, неплохо. Опять же, хочется пожелать искренне от души, чтобы у них все получилось, потому что мне, как бы, вот этот физический эффект очень нравится, и я считаю, что за ним будущее, благодаря, скажем, компьютерам и электротехнологиям, которые сейчас применяются в судостроении. Думаю, что у них все может получиться. А далее, друзья мои, мы продолжаем с новостью от японской компании Yanmar, которая производит хорошие дизеля, но иногда вот ей хочется чего-нибудь такого экстраординарного, и они просто взяли и всунули электродвигатель в обычный Sail Drive и назвали это E-Sail Drive, собственно говоря, вот так, незатейливо. То есть у вас в Sail Drive находится электромотор, и вы можете работать в двух режимах. То есть либо дизель работает, либо вот этот электромотор. Ну, классная, интересная штука. Опять же, ждем отзывов, насколько эта тема зайдет. А продолжаем мы новости со швейцарской компанией, электротехнической компанией АББ.
И вы скажете, а каким боком она вообще здесь нарисовалась? А тем, что она сделала систему подключения судов к причалу. То есть вам не надо, ну это касается больших яхт и больших судов, но вам не надо тянуть кабеля, запускать дизеля и так далее, и так далее. Вы подходите и просто вот такой манипулятор щелк, и все, назвали они это Ship-Shore Integration. АББ сделала шаг к полному электрическому эко-сценарию. Вот так они заявили, когда яхта и берег общаются на одном языке энергии. Вот чем зануднее компания, тем надо больше платить контент-менеджерам. Молодцы. То есть как вот, собственно, мобильный телефон. А мы идем дальше, друзья мои. И следующая новость, ребята, о суперэкологическом катамаране GR63. Вы видите, сейчас все суперэкологические, но интересен подход, поэтому я решил взять эту новость, потому что она более, скажем, реальная к жизни. Вы все знаете, как, допустим, Sunreef обклеивает солнечными панелями свои катамараны. Вот здесь стоит у меня такой, допустим. Больше это чистый маркетинг, они красивенько это все делают, но эти ребята, это французы, все-таки сказали нет, мы будем вот более честны в своих заявлениях, и они обклеили свой катамаран другими солнечными панелями, и по их заявлению они более продуктивные. Ну да, я вижу, что, ну скажем, более реальные эти солнечные панели. У них, значит, солнечных панелей 12 киловатт-часов. По их заявлению, где-нибудь в Таиланде они могут генерировать 66 киловатт-часов электроэнергии в день. Кроме этого, они разместили вертикальные ветровые турбины мощностью 10 киловатт. Опять же, по их заявлению, солнцезащитное остекление и солнечный навес также производят электроэнергию, не указывают каким образом. И кроме этого, они поставили метаноловые топливные элементы, ребята. Если кто-то помнит, что это такое, либо кто-то этим пользовался, напишите в комментах. Это было дело очень популярное одно время во Франции, и я поставлял даже на лодке такие штуки. Так вот, у них два таких топливных элемента по 15 киловатт. Бесшумная резервная электроэнергия. Но я, опять же, не сильно верю в то, что это будет ходить только под солнечной вот такой вот ветровой электроэнергией. Опять же, это закончится потом установкой дизелей. Но, может быть, я не прав. Опять же, пожелаем им удачи, ребятки. А мы, друзья, давайте от суперэлектрических катамаранов вернемся к бензиновым катерам. Wellcraft представила новую модель 435, вот с такой насупленной рубкой, ну и с намеком даже на какую-то мореходность. Длина 13,5 метров и небольшая осадка 84 сантиметра. Вот смотрите, значит, Wellcraft 435, сейчас это новый флагман компании. И на минуточку 3 подвесника мощностью более 1000 лошадиных сил обеспечивают ему очень высокую резвость и очень высокое потребление. Ну, там, для рыбаков или мотнуться из Монако, скажем, в Сан-Тропе вполне может быть. Далее на выставке в Каннах меня удивила Aquila. Это китайский производитель катамаранов, который до этого делал только моторные версии, большие, маленькие. Он представил маленькую версию под подвесные двигатели, но убил он меня своим заявлением о том, что они начинают производить парусные катамараны. Новый игрок на рынке, и это всегда приятно, интересно и интригующе. Пока живых лодок нету, но Aquila заявила, что она начинает с 50-футовой модели, это 15 метров у нас. Эта модель будет первая парусная. То есть 15 метров в длину мы имеем и водоизмещение в 20 тонн. Ребятки, как бы, да, нелегкая получается лодочка. Большое количество заявлено лейаутов, то есть планировок. От 4 до 6 кают она может иметь у себя на борту. Проектировала эту лодку бюро J&J Design. Вот известное архитектурное морское бюро. Но
При такой массе, конечно, гоночным этот катамаран не назовешь. Вы видите развитый флайбридж с хардтопом, соответственно, парусность грота уже уменьшена. Вот. Но, опять же, интересно, значит, чего-то они чувствуют. Могу вам сразу сказать, что по итогам выставок вот всех проведенных нами сейчас, парусные катамараны рулят. Да, это тренд, просто number one. И спрос на них продолжает расти, несмотря на кризисы, особенно на хорошие, приличные бренды. Вот они заявили о 50-футовом катамаране. После этого последует 63-я модель и 44-я модели. То есть вот они такого середнячка запускают, потом уйдут вверх и немножечко вниз. Силовые установки будут две, обычная дизельная и гибридная. Ну, посмотрим, они будут использовать решение от немецкой компании Torqeedo, гибридная, то есть электрические моторы по 50 киловатт. И опять же дизель все равно будет присутствовать. И следующая новость у нас от верфи Black Pepper. Мы показывали их красивый карбоновый Daysailer, который мне очень нравится. И они решили вот вставить, скажем так, палки в колеса Outremmer и Gunboat, да, и заявили вот такой красивый, прекрасный катамаран, код C69. Он полностью сделан из карбона. Вы видите шверты здесь при длине в 21 метр. У него водоизмещение всего 17,5 тонн. И он несет 220 метров квадратных парусов. То есть такой анти-Акила получается. Они его назвали Racer Cruiser. Лодка действительно красивая, изящная получилась. Зная эту верфь, понимаю, что качество действительно будет на высоте, поскольку сейчас Outremmer очень сильно просел по качеству, по цене вырос, по качеству просел. И очень бы хотелось, чтобы этот катамаран составил ему конкуренцию, ребятки. Далее, друзья мои, Garcia решила обновить свой эксплакат. Ну, зная Гарсию и зная эксплакат, как бы не знаю, насколько этот фейслифтинг поможет им. Сроки производства в 4 года отпугивают сейчас очень многих. То есть верфь заявляет 3 года, но реально мы имеем 4 года для этих яхт. Так вот, они решили обновить пост управления на этом катамаране, и все идет опять же вот к таким постам, которые вы можете увидеть на Fontaine Pajot, либо на Lagoon, к более классическим круизным постам управления. Они сохранили этот штурвал подъемный здесь, но его разделили и сделали теперь проход. Добавили остекление, то есть все идет в сторону опять же обычного круизера от экспедиции, движутся в сторону круизинга. Ну и закончим мы линейками круизных яхт, круизных катамаранов и однокорпусных яхт. В Каннах представили Бенету свою 52-ю модель. По сути, это такая слегка обновленная модель. То есть в старом корпусе они сделали чего-то новое сверху. Fontaine Pajot представил в Каннах практически всю линейку новых катамаранов. Выставили 41-ю, 44-ю модели. 44-я просто вызвала эффект разорвавшейся бомбы. Мы продали на выставке сразу 3 44-х катамарана. Кроме этого, были заявлены и объявлены 48-я модель. Опять же, мы уже приняли заказ на нее.
абсолютно новая 55-я модель. Это новый размер для Fontaine Pajot. Они будут обновлять теперь Allegrio 67, поменяют на новую лодку FP70, то есть на 70-футовый катамаран. Ребята, это будет тоже бестселлер, потому что здесь сделали место для крю, то есть будет кабины для экипажа выделены. То есть, по сути, это вот такой микс между 67 и 80-кой. Будет в версии моторной, то есть Power 70, и будет FP70S, то есть Sailing. Кроме этого, была заявлена просто мега модель Fontaine Pajot 110. То есть это целый такой авианосец в 110 футов. Просто шикарная яхта, огромная. Но на этом группа Fontaine Pajot Dufour не остановилась. В Каннах были показаны две просто классные однокорпусные яхты. Это Dufour 48 и флагман Dufour 54. Я, ребята, вчера тестировал здесь Dufour 54, и я могу сказать, лодка просто супер. Очень послушная, очень классная, при том, что она имеет хорошие объемы внутри. Лодка с одним пером руля, то есть она в марине рулилась просто идеально. Вы посмотрите, я вот насколько мог вам снял это видео. То есть это, как один английский журналист сказал, game changer. И я это поддерживаю. Действительно, до этого нельзя было создать лодку, имеющую пространство внутри, и в то же время ходкую и удобную. То есть, несмотря на кризис, нас продолжают радовать новыми лодками, новыми моделями. Кто-то делает просто фейслифтинг, да, поэтому я не останавливаюсь на этих лодках. А кто-то действительно, вот как упомянутые верфи, делают действительно новые серьезные модели. Это классно, это действительно вот душа просто радуется этому, потому что в такое тяжелое время все равно остается время для яхтинга. Хотя во многом, я так понимаю, что вот такая ситуация многих подталкивает покупать лодки, которые обладают действительно хорошим пространством жилым и низкими расходами на содержание, ребятки. Что ж, друзья, вот такой короткий обзорчик у нас получился. И если какая-нибудь из ниже перечисленных яхт вам понравилась, обращайтесь, я буду рад помочь вам с покупкой такой лодки. С вами был Саша Горан и команда Интерпарус. И до зустрічі в морях.